И снова здравствуйте! Это канал Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео хочу поговорить с вами о посадке крокусов. Сегодня 17 ноября, и я приготовила несколько видов крокусов для того, чтобы вырастить их в горшках. Это вот мой запас. Сейчас хочу показать вам, что у меня есть. Значит, хочу сказать, что крокусы — это самые ранние весенние цветочки. Они тоже луковичные, они многолетники, я бы сказала, да, их можно выращивать на одном месте где-то около 5 лет, а потом пересаживать. Луковички у крокусов очень маленькие. Сейчас покажу, насколько это крошечные растения. Ну, вот у меня луковичка крокуса. Называется он Ruby Giant. Вот так выглядят луковички. Луковички совсем крошечные, где-то не более 5 миллиметров. Видите, они уже практически все проклюнувшиеся. У меня два вида крокусов. Это крокусы мелкоцветковые, ботанические так называемые. Они цветут раньше всех, как только сходит снег. И еще один вид крокусов — это крокусы крупноцветковые. Есть еще и третий вид крокусов. Это крокусы осенние цветущие, то есть они будут цвести осенью. Ну, в этот раз у меня, к сожалению, их нет, потому что сейчас осень, а я хочу получить цветение весной. Ну так вот, если говорить о крокусах как о виде луковичных, то это очень интересное растение. Ну, во-первых, некоторые из них имеют стебель, а некоторые вообще без стебля. То есть сразу выходит цветок на поверхность почвы. Так вот, ботанические крокусы, мелкоцветковые, у них у всех есть стебли, где-то высотой от 5 до 15 сантиметров, в зависимости от сорта крокуса. А у крупноцветковых крокусов стебля как такового вообще нет. То есть растение выгоняет сразу цветок, листики и цветок. Вот так вот формируется такая цветочная розетка. Что у меня есть из крокусов? Я тут себе сделала небольшую шпаргалку. У меня 3 сорта ботанических крокусов и 3 сорта крупноцветковых. Значит, из ботанических я заказала крем Beauty. Это кремово-желтый цветочек будет. Потом Kings of Stripe. Это фиолетово-белые крокус с такими небольшими полосками. И еще один Ruby Giant. Вот я вам только что его показывала. Это крокус, который имеет такой рубиново-лиловый цвет. Ну, что хочу сказать. Посадка таких крокусов предполагает, что вы заглубляете их на глубину не более 5 сантиметров. Расстояние между растениями где-то должно быть тоже в районе 5, максимум 10 сантиметров, потому что крокусы растут такими вот розеточками, выпуская полосатые бело-зеленые листья. Теперь, что касается крупноцветковых крокусов. Они имеют высоту несколько больше, чем ботанические. Вот ботанические — это мелкоцветковые, а крупноцветковая высота будет где-то около 15 сантиметров. У меня тоже 3 сорта, как я сказала. Из них один из самых красивых — это Жанна Дарк. У него огромные белые цветы.
Потом я заказала еще Гранд Мастер. Это голубой крокус с фиолетовыми такими вот оттеночками. И еще один Flower Records. Это самый темный из крупноцветковых крокусов. У него такой темно-лиловый цвет. Для крупноцветковых крокусов глубина посадки будет несколько больше, потому что у них и луковичка больше. Вот сейчас давайте сравним. Этот вот у меня Flower Records. Сейчас сравним луковицу крупноцветкового. Вот видите какая. И луковицу мелкоцветкового крокуса. Ну вот она примерно в 1,5-2 раза больше, если посмотреть на нее. Поэтому и глубина посадки должна быть в 2 раза больше, где-то 10 сантиметров от поверхности почвы. То есть вы даете растению возможность еще вот здесь вот нарастить 2 луковички по глубине. Посмотрите, он уже сделал 3 ростка. Он уже хочет, у него уже появились 3 ростка. То есть здесь будет практически 3 цветочка. Видите, на каждой луковичке 3-4 цветочка вы можете получить. Что хочу сказать еще о периоде цветения. Если хотите получить вот такое беспрерывное цветение крокусов, то надо запастись большим ассортиментом. Сначала зацветают крокусы мелкоцветковые, ботанические, как только сходит снег, а потом уже, как они отцветут, а цветут они не меньше 2-3 недель, после них начинают цветение крупноцветковые крокусы. Они тоже цветут не менее 2-3 недель. И в итоге вы получите 1,5 месяца цветения только одних крокусов. Хочу сказать, что крупноцветковый крокус цветет еще тогда, когда начинают зацветать ранние немахровые тюльпанчики или тюльпаны Кауфмана. И вот такие крокусы крупноцветковые можно посадить вместе с тюльпанчиками Кауфмана или Фостера в горшках. И они прекрасно будут сочетаться друг с другом. При посадке крокусов место их посадки обязательно нужно замульчировать, потому что они находятся на небольшой глубине, где-то 5-10 сантиметров. И для того, чтобы не рисковать, чтобы они у вас не подмерзли, хотя это морозоустойчивые растения, все равно нужно почву сверху замульчировать. Еще один важный момент для того, чтобы получить красивое цветение крокусов, это подкормки. Поскольку это луковичные растения, то в зиму они заходят практически без подкормок. Единственное, почва должна быть достаточно плодородной. Но как только появляются первые ростки, мы начинаем подкормки. Это касается и тюльпанов, и крокусов, и нарциссов. Подкормки такого характера. Первая подкормка стимулирует рост растения и его цветение. Она должна состоять из удобрения, которое содержит азот и калий. Следующая подкормка должна быть фосфорной, для того, чтобы растение быстро сформировало сильные и крупные бутоны. Эти подкормки чередуются через 2 недели. Первая подкормка, как только растение показалось из почвы, после того, как растаял снег, через 2 недели подкормка фосфорными удобрениями. И еще через 2 недели это подкормка уже удобрениями, которые содержат фосфор и калий, для того, чтобы растение показало вам всю красоту цветения и сформировало детки-луковички для размножения своего рода. Ну что ж, приступим к посадке. Крокусы у меня, как я сказала, есть и ботанические, то есть мелкоцветковые. Вот в этом случае Ruby Giant. Ruby Giant. Будем высаживать сейчас. И есть крупноцветковые, такие как Жанна Дарк, о которых я говорила ранее. Крокусы высаживают обычно на глубину 5 сантиметров, не более, потому что у них
Луковички совсем маленькие. Давайте сейчас посмотрим, какого размера эти луковички. Ну вот посмотрите, какая она крошечная, но уже есть масса. Смотрите, масса ростков. Из каждого ростка будет цветочек. Считайте, сколько уже цветочков будет. Вот эти крокусы высаживают на глубину 5 сантиметров над поверхностью почвы. Буду я брать вот такие небольшие стаканчики объемом 380 миллилитров, то есть где-то 400 граммов, грубо говоря. Высаживать я буду в торф с добавлением компоста и агроперлита, для того, чтобы почва была плодородной и они хорошо цвели. Набирать буду практически полный горшок. Вот так вот. И буду высаживать. Давайте теперь посмотрим, сколько луковичек поместится в эту формочку. Ну, надо высаживать по 5 штук. Уже очевидно, что 3 штуки будет маловато. Поэтому буду высаживать по 5. Хотя расфасовка пришла по 3. Ну, каждая луковичка стоит 10 центов, я бы так сказала. То есть, считайте, вот $1 мы с вами сюда уже и посадили. Ну и теперь прикрою почвой. Толщина должна быть примерно 5 сантиметров, как я уже сказала. Расстояние между луковичками можно делать 5-10 сантиметров. Но если я высаживаю в горшки, я хочу, чтобы получилось обильное цветение, поэтому буду высаживать луковицы как можно ближе друг к другу. Вот таким получился горшок наших крокусов. Что хочу сказать. Теперь я их тоже, как и тюльпаны, помещу эти горшки в открытый грунт, сделаю ямки небольшие посадочные, и там их закопаю, и сверху обязательно замульчирую, потому что крокус может перемерзнуть, он практически на поверхности почвы, необходимо мульчирование.